Приветствую вас на канале Раиса Горченко, дача, сад, огород, цветы. Отвечаю на вопросы некоторых наших зрителей, кто любит заниматься хризантемами, их размножать, а затем, когда собрали все череночки, выбрасывать. Так вот, я в прошлом году именно из этих маточных кустов, так они называются, прекрасно еще кусты сделала. И хочу вам показать, как это сделать вот сейчас уже перед высадкой. У меня уже 2 сбора было. Сбор урожая череночков. Вот они сейчас есть. Это у меня мультифлора. А это корейские 2. Я выбрала такие вот самые контрастные растения, что можно сделать с ними. И вот смотрите, я могу вот еще один сбор. Сегодня у нас дева, утро. И можно эти череночки снова же наломать и снова же их укоренить. Кстати, укоренить можно прямо под бутылку в открытом грунте. Поэтому я это делаю вот таким образом. Потом я буду очищать и их уже высаживать. Я вам покажу потом, как это делать. И вот смотрите, что происходит. Я их в деве выламываю. Дева — это прекрасное время для того, чтобы черенковать. Можно обрезать, но вот смотрите, почему я их люблю еще выламывать, потому что они очень мягкие. Там, где мягкие, там переламывается. Но вы можете еще и вот таким образом делать. Смотрите, ножницы, марганцовка. И обязательно вот этот кустик весь обрезаем. Весь, абсолютно весь, там, где мягенькие. Вот смотрите, у нас кустик получился еще не все. Так. Еще можно здесь обрезать. Итак, я обрезала весь кустик. Вот. И он готов к посадке. Получается, что вот здесь будут еще с пасынка. Вот видите, между листиком появляется маленький такой вот побежек. Вот они будут еще вот здесь больше. Они будут расти. Будет стимулироваться рост. Мы их польем, высадим. Я покажу, как это будем делать позже. Сейчас моя задача показать, что с ними делать. А с ними делать надо обязательно вот эти работы. Итак, это у нас мультифлора. Это низкий кустик. Он дальше будет формировать кружочек, вот этот шарик. Этот мы оставляем. Следующий куст. Это у нас кустик корейской. Сорта не буду называть. Смотрите, я с нее сколько можно было сняла. Вот были первые. Вот здесь самые первые череночки. Сейчас я убираю еще череночки. Вот все, что есть. Видите, они легко выламываются. Что у нас остается? А у нас почти ничего не остается. Выламываю. Вот. И убираю вот эти старые листики. Для девы, для цветов это можно сделать. Можно это сделать чуть раньше, в другой день или чуть позже. Но в данном случае у нас задача подготовить кустики к посадке. Сегодня же нам надо будет посадить. Так, это отдельно. Водичку тоже череночки будут. Что я делаю дальше? Можно оставить вот верхний вот пасынок. Отсюда пойдет веточка и отсюда пойдет веточка. Поэтому я вот эту верхнюю убираю. Так, у нас этот вообще сухой. Убираем. Этот, смотрите, никакой. Кстати, вот это тоже слабенький будет. Ну и эта веточка так себе. Давайте я уберу. Не надо жалеть. Вот видите, она уже старая, поэтому вот. А это можно оставить. Вот смотрите, чем меньше верхушку оставляем, тем лучше для этого растения. Вот. Еще есть кое-кто тут. Вот. Чем меньше, тем лучше. Вот. Вы знаете, я даже вот это уберу. Здесь здоровое, красивое растение. И здесь вот верхушечку тоже убираю. Мы дадим сейчас отдохнуть растению, польем хорошо. Специально не поливалась, потому что это был знак стихии огня, бесполезные поливы. Убираю лишненькое. Все, его можно высаживать. Будут побеги. Сейчас я покажу, что у нас происходит. В таком случае, если... Вот смотрите, я обрезала раньше, да? Сейчас можно снова обрезку такую сделать. Обрезали. Вот здесь можно взять эти побеги для череночков. Вот так вот. Смотрите, обрезаю, не боюсь, под самый низ. И здесь тоже. Вот, не надо бояться обрезки. И вот здесь будут стимулироваться создание новых корней. Вот здесь пойдут веточки. И увидите, еще очень красивый куст получится у нас растений. А это что осталось? Снова же делаем черенки. У нас получается... Мы используем трижды растение.
мамой, это растение мамы. Берем череночки себе создаем. И водичку пока положу, потом я их уже отдельно буду. Они у меня под номерами, поэтому... И вот таким образом уже с этим горшком, с горшка высаживаем землю. Можно записывать, можно не записывать. Но вот такая вот ситуация сейчас у нас, что меня попросили показать, что с ними делать и как с ними быть перед посадкой. Мультифлора очень легко. Верхушки мы срезаем и высаживаем. Корейские высокорослые мы срезаем почти полностью и оставляем только вот места. Вот с этих мест вот обязательно корень даст еще побежки. И получится очень симпатичный такой аккуратный кустик. Растение у хризантемы очень сильное, корни сильные. Поливаем, высаживаем благоприятные девы. Кстати, дева покровительствует хризантемам, поэтому высаживаем их в этот день и осенью радуемся прекрасному пышному цветению этих цветов. Раиса Гориченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Удачи вам.